Всем ассаламу алейкум. Сегодня мы с вами поговорим об одной из самых-самых важных тем в исламе — о поклонении. Давайте вместе разберемся, что это такое. Постараемся сделать это максимально просто и понятно, как будто мы сидим и просто беседуем. Чтобы нам было легче все уложить в голове, давайте представим, что мы строим такую пирамиду понимания, шаг за шагом. Сначала разберемся, что вообще такое поклонение. Потом, кому мы поклоняемся. Дальше поговорим о большой ошибке, которую важно не совершать. Узнаем, что такое дуа и как правильно просить о помощи. Ну и в конце подведем главный итог. Готовы? Тогда поехали. Итак, начинаем с самого основания, с фундамента нашей пирамиды. Первый раздел. Что же такое поклонение? Вот мы часто слышим это слово «поклоняться», но что за ним стоит на самом деле? Что это за действие? Это вот не просто какой-то ритуал, правда? Это что-то намного глубже, что-то, что связано с нашими чувствами, с нашими поступками. По-арабски это звучит как «ибада». И если сказать совсем просто, то поклонение — это когда мы всеми своими хорошими делами показываем Аллаху нашу любовь, нашу благодарность и наше послушание, то есть мы делаем то доброе, что Он нам велел. Отлично. С тем, что такое поклонение, мы разобрались. Теперь поднимаемся на следующий уровень нашей пирамиды. Вопрос: кому же должно быть направлено это поклонение? И тут ответ на самом деле очень простой и логичный. Поклоняться нужно тому, кто нас создал, ведь так? Аллах — наш единственный Творец. Он сотворил и нас, и все, что нас окружает, весь этот прекрасный мир. Именно поэтому только Он один заслуживает нашего поклонения. В Священном Коране об этом говорится очень четко и ясно. Вот послушайте. «Мечети принадлежат Аллаху, так не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом». Это подчеркивает, что все наше поклонение должно быть посвящено только Ему и никому больше. Вот это ключевой момент. Не просто Аллаху, а только Аллаху. В этом вся суть единобожия, таухида. Никаких «но» и никаких «еще кому-то», только Ему одному. Так, а теперь давайте поговорим о том, чего делать категорически нельзя. Мы подошли к очень важному разделу, к самой большой ошибке, которую может совершить человек. Эта ошибка называется ширк. Если говорить проще, это многобожие. То есть это когда человек часть своего поклонения, которое принадлежит только Аллаху, начинает отдавать кому-то или чему-то еще. По сути, приравнивает творение к Творцу. И смотрите, ширк — это не что-то абстрактное, это вполне конкретные вещи. Например, поклонение пророкам или святым людям, статуям, каким-то особым деревьям или камням, или, скажем, обращение с мольбой к умершим или джиннам. Все это созданное, а значит, поклоняться этому нельзя. Коран очень-очень строго предупреждает о последствиях ширк. Эти аяты прямо говорят, что тот, кто так поступает, не добьется успеха. Это считается величайшим грехом. Ну что ж, мы выяснили, что такое поклонение, кому оно адресовано и чего нужно избегать. А теперь перейдем к практике. Какой же вид поклонения считается главным? Подумайте только, сам пророк Мухаммед, мир ему и благословение, сказал, что дуа, то есть мольба, обращение к Аллаху, это и есть суть, самое сердце поклонения. Это показывает, насколько важен вот этот прямой разговор, прямая связь с Создателем. И тут важно знать, что дуа бывает двух видов. С одной стороны, это дуа — просьба. Это когда мы напрямую обращаемся: «О Аллах, даруй мне здоровье» или «О Аллах, прибавь мне знаний». А с другой стороны, есть дуа — поклонение. Это наши благие дела — намаз, пост, милостыня, которые мы совершаем ради Аллаха. Сами эти поступки уже являются формой обращения к Нему. А вот теперь очень жизненный и практический вопрос, который волнует многих. Мы живем среди людей. Можем ли мы просить помощи у них?
Где проходит граница? Давайте разберемся. Ислам дает здесь очень четкое и простое правило. Просить живого человека о помощи в том, что он физически в силах сделать, это абсолютно дозволено. Ну, например, сказать: «Брат, помоги, пожалуйста, сумку поднять». Но просить кого-либо, живого или умершего, о том, на что способен только Аллах, вот это уже запрещено и является ширком. Например, просить умершего святого исцеления или дарования ребенка. Это может дать только Всевышний. Ну что ж, мы почти у цели. Давайте поднимемся на самую вершину нашей пирамиды и соберем все самое главное в единый понятный итог. Итак, давайте еще раз пробежимся по ключевым моментам. Первое. Поклонение — это наша любовь, послушание и благодарность Аллаху. Второе. Поклоняться можно и нужно только Аллаху, нашему Творцу. Третье. Ширк, то есть поклонение кому-либо еще, это самая большая ошибка. И четвертое. Дуа, наша мольба, это сердце и суть поклонения. Видите, все на самом деле просто и очень логично. И в конце хочется задать вопрос, который, надеюсь, заставит задуматься. Хорошо, теперь мы понимаем основу, что такое поклонение. Но ведь это только начало пути, правда? Что еще важного нам нужно узнать о своей вере, чтобы стать лучше, чтобы наша связь с Создателем стала крепче? Это отличная тема для наших дальнейших размышлений. Спасибо, что были с нами.